Чтобы не показаться доступной на первом свидании, Светлана ела банан ложкой. Вот говорят, что противоположности сходятся. Но тогда почему я никак не могу сойтись с какой-нибудь умной, красивой и богатой женщиной? Всякая женщина знает, что нет ничего полезнее в хозяйстве, чем мужчина, чувствующий свою вину. Если вам кажется, что вы по уши влюблены, сядьте на стул, глубоко вздохните, подумайте, может вы просто трахаться хотите. Мы сидели в ресторане, когда я позвонил бывшей, и она гневно сказала в трубку, что отдала ему лучшие годы. Я понял, что мне ничего особого хорошего не светит. Лучшее она уже отдала и заторопился, попросив счет. 14 февраля. Аптека. Здравствуйте. Закончились. Поздняя любовь похожа на зимний пляж. Эмоции еще возникают, но раздеваться уже не хочется. Угостите девушку бокалом красного вина. Не, у меня в квартире не убрано. При чем тут это? Тем более, если ни при чем. Парни когда-нибудь отказывают бабам, говоря: нет, у меня есть девушка. А вот если бы тебе предложили денег, а ты бы сказала: нет, у меня есть зарплата. Влюбленных называют голубками, потому что им насрать на все вокруг. Вот говорят, занимайтесь любовью, а не войной. Но почему тогда просмотр фильма про войну поощряется, а про занятие любовью ограничивается? Призывник так часто писал своей девушке, что она не дождалась его с почтальона. Умирать не страшно. Страшно, что после смерти про тебя могут снять фильм с Безруковым в главной роли. Очень сложно смотреть американские сериалы про бедных людей, потому что постоянно прикидываешь, сколько тебе надо работать, чтобы стать бедным, как они. Федерико Феллини заключил с Тонио Гуэррой пари, что тот не придумает полноценного фильма длиной всего 10 секунд. На следующий день великий сценарист принес такую зарисовку. Женщина смотрит телевизор, на экране трансляция старта ракеты. Идет обратный отсчет. 10, 9, 8. Мы видим ее лицо, на котором отражается буря переживаний. На последних секундах она берет телефон, набирает 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и со стартом ракеты произносит: «Приезжай». Он улетел. Чтобы сэкономить на гонораре, от Джейсона Стейтема уже 10 лет скрывает, что он снимается в разных фильмах. Первое правило женского бойцовского клуба: все должны знать о женском бойцовском клубе. Снятие мужского стресса лучше всего начинается со снятия женской одежды. Я тут «Сталкера» как-то посмотрел. Такое чувство, что Тарковский вообще игру не видел. Посмотрел «Безумный Макс. Дорога ярости» и разочаровался. Главный герой не тратит 50% зарплаты в первый же день получки. Не знакомится с девушками в кабаках. Не ковыряет ватными палочками в ушах. Не проводит отпуск в Мухосранске. Какой же он безумный. Он просто Макс. Тамада посмотрел все части «Резни бензопилой в Техасе» и придумал несколько конкурсов для свадьбы. Почему российская морковь стоит дороже эквадорских бананов? Мы будем над этим работать. По просьбам населения поднимем цены на бананы. Владимир Владимирович, может лучше поднять налоги для олигархов, чем грабить стариков? Я уже говорил по этому поводу с олигархами. Они против. Западная угроза вокруг нас. Они хотят на нас напасть и украсть наши богатства. И на нас, а на вас. У нас богатств нету. Алло, Владимир Владимирович, добрый день. Я мать-одиночка, у меня 2 маленьких сыновей. Что мне ждать от государства? Как минимум 2 повестки в армию. Как же хочется веселья, вина и безудержного секса. Девочки, вызывайте такси. Катя, боюсь, ты переоцениваешь таксистов.
Нет денег на новые шмотки, смени работу. На новой работе твои старые шмотки будут считаться новыми. Мода – это такая вещь, что если кто-то постоянно ходит в трениках с оттянутыми коленями, то даже он когда-нибудь будет в тренде. А что если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на женщин в леопардовых лосинах? 13-летняя Катя, придя домой, увидев маму в своей школьной форме, поняла, что сегодня она опять будет ночевать у бабушки. Святой отец, на голую женщину можно смотреть? Можно. А порно? Можно. А на что нельзя смотреть? На сварку, сын мой. Хорошо сдавать экзамены на Луне. Там все предметы в 6 раз легче. Студенческой общаги. Ребята, тут такое дело. Мы с моей девушкой хотели бы разнообразить нашу половую жизнь. Не могли бы вы отвернуться? Пришел студент в женское общежитие. Там вахтерша сидит. Вы кому? А вы кому посоветуете? Самый длинный сон был зафиксирован у студента Сидорова, который, уснув на паре по истории, проспал с 17 по 20 век. Очень мотивирует, когда по телефону объясняешь курьеру, как попасть в красный корпус университета, а он тебе заявляет: «Я знаю, я его заканчивал». Только на экзамене в аграрном университете фраза «какого хрена» может оказаться частью вопроса. Вадик, как твоя курсовая? Еще не закончил, но скоро начну. Быть студентом хорошо, только учеба мешает. Скажите, профессор, а что такое дилемма? Ну, посмотрите. Представьте, что вы лежите посреди большой кровати. Слева от вас прекрасная, молодая, полногрудая красавица. А справа активный гомосексуалист. Представили? Угу. А теперь к дилемме. К кому вы повернетесь спиной? Одежда, которая слишком чистая для стирки и недостаточно чистая для шкафа, добро пожаловать на кресло. Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать, стирать, гладить и так далее. А остальные 99% определяют по нему, где зад, а где вперед. Что жалуетесь? У меня небольшое ранение. Не врите, я вас насквозь вижу. Хорошо, а сейчас сколько пальцев? Знаете, я не так себе представлял проверку простаты. 3 часа ночи. А тут вдруг сосед стучит ногой в дверь. Я так перепугался, что у меня аж перфоратор из рук выпал. По моим наблюдениям, быстрее всего эволюционируют строители. Каждый приходит на порядок умнее предыдущего. Он спрашивает: «Что за идиот вам это делал?» Мама собирает сыну обед в школу. Вот положила тебе в ранец хлеб, колбасу и гвозди. Нафига? Ну как же, берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь. Ну а гвозди? Так вот они. Заходит енот с ноутбуком в бар и заказывает виски. Бармен остолбенел, но приносит виски строчащему ноутбуке еноту и говорит: «Вы говорящий енот? Никогда такого не видел. Я недавно приехал, работу вот ищу. Может, вам в цирк работать пойти?» Нафига им программисты? Петрович, ну сколько можно повторять? Мы с тобой паркетчики, компаньоны, а не половые партнеры. Начал ремонт в стиле хай-тек, закончил в стиле не хай-так. Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Федя на всякий случай проверил пульс. Почему вы не желаете служить в армии? Я пацифист. А если все пацифистами станут, кто родину будет защищать?
Ой, я вас умоляю, если все станут пацифистами, от кого ее тогда защищать? Вы подсаживаете в свою машину случайную попутчицу, красивую девицу, сигналившую дороги. Девица внезапно падает в обморок. Вы везете его в больницу. Это стресс. В больнице вам говорят, что она беременна и поздравляют с будущим отцовством. Вы объясняете, что впервые увидели ее час назад, но она настаивает на том, что отец именно вы. Это большой стресс. Вы требуете взять анализ ДНК на отцовство. Его берут. Врач отзывает вас в сторону и сообщает, что вы не можете быть отцом. Эта новость вызывает стресс, смешанный с облегчением. По дороге домой вы вспоминаете, что у вас 3 детей. Вот тут вы испытываете настоящий стресс. К военкому обращается призывник. Товарищ полковник, отстраните меня от армии, я вам 100 тысяч дам. Приходи завтра на кладбище в 2, деньги положишь в букет в виде сердечка. Призывник пришел на кладбище, положил деньги и наблюдает. Появляется загримированный старик и ест цветы с могил, подходит к сердечку и уносит его. Призывник хотел отобрать, а старик голосом военкома говорит: «Завтра в 10 в военкомате». Приходит на следующий день призывник, а ему говорят: «Зачислен ты во флот на 3 года». У призывника чуть сердце не остановилось. «Как же так? Я военкому 100 тысяч отдал, а вы меня на флот, да еще и на 3 года». Военком поражен. «Когда? Клевета! Ничего не давал!» «Как же, товарищ полковник, вы еще загримировались под старика и цветы ели!» «Товарищи члены комиссии, да у парня с головой не все в порядке. Его не то что во флот, вообще от армии держать подальше!»